Лине Сторожевой было 34 года. Она была в разводе, воспитывала 12-летнего сына и занималась страхованием и кредитованием машин в крупном автосалоне. Лина вместе со своей мамой и сыном жила на первом этаже в одном из домов Самары. Там она и пропала 14 октября 2018 года. В ночь, когда Лина исчезла, ее матери не было дома. Утром она позвонила Лине, но та не ответила. Вернувшись домой, женщина увидела проснувшегося 12-летнего внука, который пытался понять, где его мама. Телефон Лины с пропущенными звонками нашли дома. Причем остальные звонки за последнюю неделю кто-то удалил. В панике мама и родная сестра Лины в тот же день обзвонили всех друзей и знакомых женщины. Никто не смог сказать, где она находится. При этом бывший муж Лины, с которым женщина развелась 2 года назад, считал, что его бывшую супругу похитили. Именно Сергей обратился в компанию, которая обслуживает систему видеонаблюдения в их доме. Лина попала в объектив камер видеонаблюдения своего подъезда. На записи четко видно, что она вышла из подъезда в 4:45 утра и зашла обратно спустя 12 минут, чем-то взволнованная. На улицу женщина, судя по видео, больше не выходила. Родственники девушки были в замешательстве. О пропаже Лины ее родственники заявили в тот же день. В поисках каких-либо зацепок правоохранители начали проверять религиозные учреждения, а спустя 2 недели после исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Родственники долгое время считали, что Лину похитили, тем более, что незадолго до исчезновения женщина жаловалась на проблемы на работе, но сын женщины говорил, что никаких подозрительных шумов в квартире не слышал, только упомянул, что мама много плакала. Спустя 5 месяцев после исчезновения Лины самые страшные опасения ее родных подтвердились, но никто и предположить не мог, что все это время она была так близко. В четверг, 21 марта, рабочие чистили козырек подъезда, где жила Лина. Козырьки довольно большие, поэтому чистили по 2 человека с 2 сторон. И в какой-то момент рабочие откопали ноги. Тело лежало прямо около стены дома, в углублении между балконами, прямо около форточки, ведущей на козырек. Погибшую можно было увидеть из подъезда. Лину опознали в первую очередь по одежде. Она была одета так, как на последней видеозаписи. Тело уже сильно разложилось, но в октябре никто из соседей не жаловался на странный запах. Да и у правоохранителей, которые часто приходили к родным Лины, по всей видимости, не возникло подозрений. Это натолкнуло родных женщины на мысль, что тело могли подбросить на козырек до начала снегопадов. И, вероятнее всего, умерла она в стенах дома. Но что странно, соседи в ту ночь не слышали ни шума борьбы, ни глухого удара при падении. Комментарий матери Лины. Мы живем на 1 этаже. Крыша заперта на замок, ключа у нас нет. Зачем он нам? Да и место, где тело лежало, странное. Слишком близко к стене, не по ней же она скатилась. У меня ощущение, что если тело и подкинули, то сделали это с наступлением холодов. Иначе как же запах? У нас-то, понятно, окна выходят на другую сторону, но соседи на 2 этаже как ничего не почувствовали. Октябрь жаркий был, все окна были открыты. Впрочем, знакомые и близкие несчастной не верят в ее сведение счетов с жизнью. Люди просто не понимают, как силовики не смогли отыскать Лину, зная, что куда-то бегавшая ночью, она вернулась в подъезд и больше не выходила из него. Кто-то предполагает, что ее труп просто подбросили на козырек с приходом снежной погоды. Судмедэкспертиза не выявила причину гибели из-за гнилостных изменений. Сейчас по делу назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Цель экспертизы – выявить, была ли Лина Сторожева адекватна при жизни. Как пояснили специалисты, объектом исследования такой экспертизы выступают физическое и психическое здоровье при жизни, показания свидетелей, характеристика личности погибшей и ее поведения, включая возможные отклонения.
Основная версия на сегодня – суицид. По полученной в ходе расследования информации, ранее Лина уже пыталась покончить жизнь самоубийством. Причины такого поступка Сторожевой, если она действительно его совершила, в ведомстве уточнять отказались.